Представьте, что вы набираете номер телефона, мгновение ждете и... вас соединяют с самым отдаленным уголком нашей галактики. Так будет, если оправдается потрясающая идея ученых Эдинбургского университета. Исследователи предлагают использовать для передачи сообщений квантовые свойства света. При этом точки и тире двоичного кода будут обозначаться квантовым состоянием фотонов, а не амплитудой или частотой. Когда люди смогут выйти в эфир, они надеются наладить связь с братьями по разуму. По мнению ученых из Ноттингемского университета, около 30 инопланетных цивилизаций активно общаются между собой. Мы, космические путешественники, конечно, с удовольствием присоединились бы к этой теплой галактической компании. Летали бы запросто в гости к новым друзьям. Однако до сих пор ни одна цивилизация не попыталась вступить с нами в контакт. Вселенная хранит молчание. И может не потому, что она пуста. Ученые высказали ошеломляющее предположение о том, что мы находимся внутри специально огороженного пространства, как в зоопарке. Кто и зачем, по мнению авторов гипотезы, закрыл нам путь в свободный космос? Нас спасают от неких агрессоров или просто не хотят видеть на чьем-то празднике жизни? Как космическим путешественникам вырваться на волю, чтобы летать по всей Вселенной и заводить удивительных друзей? История поисков. Люди издавна мечтали встретиться с инопланетянами или послать им весть о себе. В 1819 году астроном Джозеф Литроу решил выкопать в Сахаре гигантские траншеи шириной в несколько сотен ярдов. Он задумал залить ямы водой, а поверх нее – керосином, достаточным для горения в течение 6 часов. Этим способом ученый хотел каждую ночь отправлять в небо огненный сигнал. Буквально через год немецкий физик и математик Карл Фридрих Гаусс загорелся идеей передать в космос знаменитую теорему Пифагора. Для этого он предложил соорудить гигантский треугольник и 3 квадрата в сибирской тундре. Очертания фигур ученый планировал сделать из полос соснового леса шириной в 16 километров, а внутренние части засеять рожью или пшеницей. Оба этих странных плана не были осуществлены. Между тем, поиск инопланетных цивилизаций продолжает привлекать ученых. В НАСА убеждены, что в каких-то из 500 миллиардов ее галактик обязательно возникла разумная жизнь. И она, скорее всего, отправляет о себе вести в космос. Такие сигналы пытаются найти участники проекта «Поиск внеземного разума» или «Сети». Эта научная программа появилась в НАСА в 1992 году, а уже буквально через год ее финансирование было прекращено. Тогда сотрудники космического агентства создали некоммерческий институт «Сети». В организации ищут послания от инопланетян по всему космосу среди неисчислимого количества шума горячего газа, квазаров, пульсаров. Астрофизики охотятся за сигналами, не похожими на другие, или регулярно поступающими с одного места. Это, по словам исследователей, сходно с поиском любимой станции на шкале радиоприемника. Вы крутите ручки, пока среди шипения и треска эфира не появится речь или музыка. Сигналы из космоса тоже должны отличаться от радиошумов пространства. Крупнейшим охотником за ними считается массив радиотелескопов Аллена в Северной Калифорнии. Сейчас он состоит из 42 антенн, но со временем их число надеются довести до 350. Тогда всего за несколько месяцев работы ученые сумеют проанализировать такой же отрезок Вселенной, как смогли бы охватить в сети за 45 лет. Специалисты также пытаются расшифровать странные сигналы, которые уже найдены. Самый известный получен в 1977 году из созвездия Стрельца радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо. Профессор Джерри Эхман во время дежурства был очень удивлен загадочной компьютерной транскрипцией одного из радиосигналов. Он длился 72 секунды и был в 30 раз интенсивнее обычных. Это поразило ученого, и он воскликнул «Вау!», а затем так назвали сигнал.
Самые мощные компьютеры снова и снова обрабатывают данные в поисках ключа к ВАУ. Однако до сих пор это не удалось. То же самое с таинственным радиосигналом из Проксима Центавра в 2019 году. Звезда очень интересна астрономам тем, что в ее системе обнаружена похожая на Землю экзопланета. Тем временем мы тоже отправляем сообщение о нашей цивилизации братьям по разуму. Самое подробное послание уже вынесли за пределы Солнечной системы космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2. Каждый из них снабжен золотой пластинкой. На них записаны приветствия на 55 языках, музыка со всего мира, математические формулы, сведения об эволюции на Земле и нашей культуре. Информация тщательно отобрана НАСА совместно с астрономом и писателем Карлом Саганом. Но все попытки пока ни к чему не привели. Еще в 1950 году физик Энрико Ферми обозначил этот парадокс. Разговор о молчании инопланетян зашел во время обеда ученого с коллегами в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где он работал 5 годами ранее в Манхэттенском проекте. Тогда мир захлестнула очередная волна слухов о замеченных в небе неопознанных летающих объектах. Если это действительно НЛО, то, по мнению Ферми, они должны вступить с нами в контакт. Какой смысл преодолевать огромное расстояние и просто так летать по небу? С течением времени все больше удивляет, что пришельцы до сих пор не нанесли нам визит. На сегодняшний день подсчитано, что поперечник Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет. Допустим, в нем существует не 30, как мы говорили ранее, а всего одна цивилизация. И она способна передвигаться со скоростью даже в 1000 раз медленнее света. Все равно, по расчетам ученых, за 100 миллионов лет она распространилась бы по всей галактике. Но мы не наблюдаем никаких следов разумной внеземной жизни. Ни зондов, ни космических кораблей, ни радиопередач. В то же время сообщения о пришельцах и летающих тарелках постоянно взрывают соцсети. Вот одно из самых свежих свидетельств очевидцев. Стюардесса заявила, что заметила в небе ярко-розовые летающие объекты при полете над Европой. 4 причудливых шара на огромной скорости промчались мимо самолета. Однако стюардесса успела снять все на видео, и странные шары хорошо видны в темном ночном небе. Многие пользователи соцсетей уверены, что это летательные аппараты инопланетян. А в Бразилии, как утверждается, представители чужих миров побывали лично. Видео, ставшее вирусным в соцсетях, снял один из путешественников в регионе Илья Думел. На нем видны 2 неестественно высокие фигуры, идущие по пересеченной холмистой местности. Причем передвигаются они с аномально высокой скоростью. Однако экспертных подтверждений чего-то внеземного на этих снимках нет. А мы знаем, что природные явления способны вызвать очень странные эффекты. Тем временем энтузиасты НЛО регулярно находят следы инопланетян даже на официальных изображениях НАСА. Этот снимок марсохода «Настойчивость», по их мнению, запечатлел инопланетянина на каменистой поверхности Красной планеты. Но эксперты пояснили, что это просто скальное образование, имеющее сходство с каким-то странным существом. Энтузиасты нашли другие фото, якобы свидетельствующие об НЛО на Красной планете. На снимке марсохода «Любопытство» они рассмотрели нечто похожее на удивительный летающий объект. Причем он появляется только на 3-м из 4 изображений, сделанных одно за другим. Так что это не просто отражение пылинки на объективе камеры. Похоже, в небе на самом деле находится что-то непонятное. Охотники за инопланетянами сразу же предположили, что это корабль внеземных цивилизаций. Зеленые человечки, разумные слизни или кто-то другой, по их мнению, постоянно следит за нашими передвижениями по космосу. И вот, наконец-то, марсоходу удалось засечь их летательный аппарат. Но никаких доказательств, кроме странных точек в небе, этому пока нет. А поклонники инопланетян находят новые свидетельства о пришельцах вновь и вновь. Специалисты объясняют подобные заявления психологическим эффектом под названием парейдолия. Люди воспринимают расплывчатые объекты как знакомые и значимые.
Это связано с когнитивной предвзятостью мозга, который распознает знакомые закономерности в нечетких изображениях, особенно при идентификации лиц. В то же время растет число свидетельств об НЛО от военных, особенно летчиков, а они считаются психологически устойчивыми к различным стрессам и непонятным событиям. Тем не менее, самолеты и корабли США все чаще видят неопознанные объекты и снимают их на камеру. Информацию о чужаках в нашем небе уже 2 раза рассматривали и в Конгрессе США. По итогам обоих заседаний конгрессмены решили, что нет оснований признать инопланетное происхождение представленных свидетельств об НЛО. Правда, отмахиваться от них и объяснять все природными явлениями или галлюцинациями тоже не стали. А если НЛО уже не отрицают в Пентагоне и Конгрессе, это может быть серьезно. Но способны ли какие-то виды запросто передвигаться по Вселенной и кружить у нас над головами? Какими бы бесшумными и легкими ни казались нам их аппараты, такие полеты все равно требуют огромное количество энергии. В 1963 году советский ученый Николай Кардашов выдвинул на этот счет теорию, которая делит все сообщества на 3 типа. Гипотеза основана на том, что любой цивилизации, вне зависимости от вида ее представителей, их внешности, способов питания и быта, нужна энергия. По мере того, как цивилизация растет и развивается, ее потребность в энергии быстро увеличивается. Это связано с повышением численности населения, уровня жизни и энергетического потребления технологий. Нулевая цивилизация использует для получения энергии все природные ресурсы своей планеты. Ее представители не могут летать в космос, либо применяют ракеты на химическом топливе. Вам это ничего не напоминает? Да, на данной стадии находимся мы с вами. Цивилизация первого типа производит минимум 10 в 16 степени ватт энергии в секунду, а мы, согласно расчетам экспертов, в настоящее время потребляем 10 в 12 степени ватт энергии в секунду. Так что пока человечество прошло лишь 0,73 отрезка пути к цивилизации первого типа. Однако на преодоление оставшегося промежутка времени нужно будет меньше, ведь использование энергии нами быстро растет. Американский физик Митио Каку утверждает, что при нынешних темпах люди достигнут уровня цивилизации первого типа через 100-200 лет. Чтобы пересечь черту, возможно, нам еще предстоит пройти великую фильтрацию. Подобную теорию в 1998 году выдвинул американский ученый Робин Хансон. Он предположил, что мы не можем обнаружить инопланетян, поскольку неизвестные науке факторы препятствуют эволюции форм жизни до уровня межгалактической расы. Эти преграды он назвал «великой фильтрацией». Чтобы их преодолеть, мы должны быть бдительными сами к себе. Надо не уничтожить свой вид путем разрушительных войн, пагубного воздействия на экологию, истощения природных ресурсов. И тогда получим большой приз. Цивилизацию первого типа, которую называют планетарной. На этом этапе сообщества способны установить контроль над всеми энергетическими ресурсами, доступными на планете. Прежде всего, они могут полностью использовать излучение своей звезды. Эта энергия является мощным источником развития жизни для большинства обитаемых планет. Например, Земля каждую секунду получает от Солнца энергию, эквивалентную сотням атомных бомб, и поглощает около 71% ее процента. Это примерно 140 Вт на квадратный сантиметр. Можно покрыть поверхность Земли 140-ваттными лампочками и осветить планету как на Рождество. Но особые возможности откроет ядерный синтез. Подобный процесс происходит на звездах и дает безопасную, почти неограниченную энергию. Создав двигатели на термоядерном топливе, можно отправить пилотируемые космические аппараты на любую планету своей звездной системы. Впрочем, возможности следующего уровня развития неизмеримо круче. Цивилизация второго типа или звездная потребляет 10 в 26 степени ватт в секунду,
Она способна черпать энергию прямо от своего светила. Есть немало предположений, как такое можно сделать. Самой популярной из них является гипотетическая огромная сфера, которую разработал физик Фриман Дайсон. Эта мегаструктура площадью в 600 миллионов раз больше Земли способна захватить всю энергию звезды и передать на свою планету. Или вместо сложной сферы Дайсона светило можно окружить просто кольцами, либо роем спутников и звездных жилых комплексов. На данном этапе космические корабли цивилизации летают на антигравитационных двигателях. Это позволяет колонизировать всю свою звездную систему. Цивилизацию третьего типа называют галактической. Источники энергии здесь остаются прежними. Только сообщество уже использует все звезды в галактике, а не только в своей системе. И еще может собирать фотоны из аккреционных дисков черных дыр. Получая 10 в 36 степени киловатт энергии в секунду, такие виды существ моментально передвигаются по своей галактике с помощью червоточин. Это, как считает Кардашов, является пределом развития любой цивилизации. А мы можем сделать вывод, что развитые космические сообщества способны спокойно добраться до Земли, однако не делают этого. Или все же они присутствуют в нашем небе, только наблюдают за всем втихую? Если бы пришельцы не прятались, все могло быть гораздо интереснее. Торжественная встреча, обмен дружескими жестами и подарками, а потом сотрудничество в сфере науки, технологий, освоения Вселенной. Кто из космических путешественников отказался бы отправиться с новыми друзьями в совместный полет? Но логика инопланетян может оказаться совсем иной. На этот счет ученые уже выдвинули немало удивительных версий. Зоопарк. Одной из них легко найти аналог на Земле. Куда все мы очень любили ходить в детстве, а став взрослыми, обязательно водим своих детей. В зоопарк. Там полно милых зверюшек. Даже львы, тигры или другие грозные хищники кажутся достаточно безобидными, поскольку заперты в клетках. Мы можем спокойно наблюдать через решетку за повадками животных, любуясь их грациозными и ловкими движениями, играми, конфликтами, питанием и отдыхом. Зачастую кто-то из волков, пантер, зебр или косуль останавливается и смотрит на нас. Подходит почти вплотную, чтобы попросить пищу. Они не боятся людей. Значит, живется им неплохо. И все же обитатели зоопарков не свободны, а ограничены в передвижениях клеткой или вольером. В лучшем случае они находятся в заповедниках, территория которых тоже ограждена. Понимают ли животные, что они в неволе? Возможно, и нет, особенно если живут в огромном природном парке, как мы с вами. В 1973 году подобную гипотезу выдвинул астрофизик из Гарварда Джон Болл. Он считает это единственным объяснением отсутствия контактов между ними и нами. Зоопарк для человечества включает не только Землю, но и близлежащий космос. Это такое гигантское пространство, что мы не замечаем границ. Построить подобное заграждение вполне по силам цивилизации третьего типа, освоившей всю галактику. По мнению Джона Болла, во Вселенной очень много подобных сообществ, и все они не хотят с нами общаться. Но почему? Вряд ли из-за высокомерия или недобрых намерений, скорее наоборот. Эти высокоразвитые существа, наверное, оградили нас из опасения, что люди каким-то образом нанесут им вред. Например, нарушим тонкую настройку особой галактической связи, над которой инопланетяне трудились миллионы лет. Еще сильнее их наверняка пугает то, что в нашем распоряжении находится очень разрушительное атомное, вакуумное, лазерное и иное оружие. В то же время не существует никаких моральных запретов на его применение. Впрочем, братья по разуму могли поместить нас в зоопарк не для своего, а для нашего блага. Хотя бы из опасения, что некая агрессивная раса вмешается в жизнь людей и натворит зла. Примерно как жители Европы, которые уничтожили цивилизацию индейцев при освоении Америки. Хотя, если незнакомцы желают нам блага, не лучше ли поделиться своими знаниями и опытом? Тогда прогресс на Земле
мог рвануть вперед просто на космической скорости. Скорее всего, высокоразвитые виды считают, что на нынешнем этапе развития это принесет нам только вред. Мы не поймем их науку, однако какие-то силы на Земле способны обернуть во зло даже малую толику новых знаний. Например, создать еще более страшное оружие и попытаться с помощью него захватить власть, причем не только над Землей. Это вполне в нашем стиле. Вечная борьба за территории, энергию, ресурсы. А тем развитым видам, которые оградили нас от опасной внешней среды, ничего этого не нужно. Они, как считает Джон Болл, находятся в так называемом устойчивом состоянии. На данном этапе исключены агрессивная экспансия и колонизация космоса. Продвинутые сообщества, например, могут жить в неких ковчегах и свободно перемещаться в любую точку Вселенной. А энергию по пути черпать от огромных голубых звезд. Так что системы красных и желтых карликов, как Солнце, для них бесполезны. Гораздо более интересным старожилы могут посчитать наблюдение за эволюцией других форм жизни, причем в первозданном виде, без вмешательства извне. С нами в этом случае все обстоит особенно удачно. Солнечная система находится в тихом, относительно безопасном рукаве Ориона Млечного Пути, а условия на Земле благоприятны для развития жизни. Возможно, инопланетные расы видели, как эта жизнь зарождается на планете и от простейших организмов поднимается до уровня человека. Затем они с любопытством наблюдали, как люди развиваются от первобытных охотников и рыболовов до современных инженеров и физиков. Нам тоже, конечно, хотелось бы увидеть смотрителей своего зоопарка, но гипотеза предполагает, что мы никогда их не найдем. Они не хотят этого, и у них есть технологические возможности поддерживать свое инкогнито. Чтобы надежнее оградить себя от человечества, высоко развитые цивилизации даже способны создать для нас грандиозную виртуальную реальность. Например, развернуть мнимый планетарий, который не отличить от настоящего. Это современный сценарий гипотезы зоопарка, который в 2001 году создал математик, писатель-фантаст Стивен Бакстер. Автор предположил, что мы видим не реальную Вселенную, а ее симуляцию. Другими словами, когда мы смотрим в ночное небо, то перед нашими глазами предстает гигантский планетарий виртуальной реальности. Ее создали инопланетяне, чтобы держать нас в иллюзии пустой Вселенной. По мнению создателей планетария, это предотвратит преждевременное развитие человечества. Оно нежелательно хотя бы потому, что наше вооружение, как мы говорили, уже сейчас превосходит моральные принципы. Чтобы сдержать экспансию такого опасного вида в космос, нас связали многими ограничениями. Например, мы не можем преодолеть скорость света. Цивилизация третьего типа, по некоторым оценкам, вполне может потратить энергию, растянув виртуальный планетарий на 100 световых лет. Однако поддерживать его в течение миллиардов лет намного сложнее. Хотя не исключено, что столь развитое сообщество могло найти совершенно неожиданный выход из этой ситуации. Почему бы не интерпретировать в подобном ключе один знаменитый физический эксперимент? Если через щели в медной пластине автоматически обстрелять светочувствительный экран электронами, они ведут себя как волны, а при появлении наблюдателя – как частицы. Что если подобный эффект связан с симуляцией планетария? Его создатели экономят свои ресурсы, отображая определенные вещи, только если на них смотрят. Согласитесь, крутое решение. Откроют ли когда-нибудь создатели планетария нам секрет своей технологии? Скорее всего, для этого мы должны достичь более высокого уровня развития. Какого именно, остается только гадать. Так, в фантастическом сериале «Звездный путь» в галактическое сообщество принимают только цивилизации, которые изобрели варп-двигатель. Однако не все ученые с этой гипотезой согласны. Оппоненты говорят, что построить невероятно огромные космические зоопарки или планетарии на квантовом уровне практически невозможно. Это может оказаться не по силам даже цивилизации третьего типа. Причем все виды галактического сообщества, скорее всего, не смогут миллиарды лет соблюдать режим тишины в отношении Земли. Они вряд ли сумеют создать единый клуб Млечного Пути с общей повесткой дня и протоколами.
Более вероятно возникновение среди них клик, которые будут иметь разные цели. И без крепкого единства невозможно скрываться от людей миллиарды лет. И это, согласитесь, только радует. Кому понравится находиться в зоопарке или наблюдать вместо космоса фикцию? Пусть даже с комфортом и в безопасности. Мы считаем себя весьма продвинутым обществом и гордимся своими достижениями. Люди осваивают квантовую механику, все дальше проникает в космос. Например, зонд Voyager 1 сейчас находится за пределами Солнечной системы, на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли. В целом процесс просто мчится вперед, и в настоящее время идет разработка 1 миллиона 350 тысяч технических стартапов. А к 2045 году, по прогнозам экспертов, те или иные научные открытия вообще будут происходить каждую секунду. Мы надеемся, что скоро станем суперпродвинутым миром, начнем осваивать другие планеты. И вдруг узнаем, что заперты в гигантской клетке, а тем временем на свободе кипит удивительная инопланетная жизнь. Окажись это правдой, всем нашим амбициям пришел бы конец, и желание развиваться дальше у человеческой цивилизации во многом было бы отбито. Однако полностью отвергать теории зоопарка и планетария, к сожалению, рано. Все может окончательно проясниться только после непосредственного контакта с инопланетянами, которые подтвердят или опровергнут наши предположения. Пока же этого не произошло, и тревога остается. Есть сведения, что 2 миллиардеров из Кремниевой долины даже решили действовать превентивно. Они тайно привлекли ученых к работе над тем, чтобы вырвать нас из виртуальной реальности, если мы ею окружены. Но, может, ничего делать не придется. По крайней мере, если правы авторы другой удивительной гипотезы – первенца. Она сходна с версией зоопарка, только перевернутой с ног на голову. Эта лестная для нас гипотеза отвергает мысль, что человечество заперто в зверинце у высокоразвитых инопланетян. Наоборот, в галактике мы на вершине эволюции. И даже, возможно, скоро будем создавать заповедники для менее продвинутых видов. В основе этой гипотезы лежит идея, что мы живем в особое время. Возраст мироздания после Большого взрыва оценивается в 13,8 миллиардов лет. Первые галактики образовались 13 миллиардов лет назад, а вскоре после этого начали формироваться планеты. Солнечная система среди этих структур далеко не долгожитель, ведь существует лишь 4,6 миллиарда лет. В связи с этим логично предположить, что многие формы жизни гораздо старше человечества. Они успели подняться на более высокую ступень развития. На самом деле это не так. Если верить гипотезе первенца, именно мы живем в том космологическом окне, где возможно возникновение жизни. Условия в юной Вселенной для этого были слишком суровы. К примеру, вполне могло быть, что раньше взрывы сверхновых, гамма-всплески происходили гораздо чаще. Их мощные потоки излучения стерилизовали все небесные тела на расстоянии в тысячи световых лет вокруг. А когда число подобных катастроф уменьшилось, жизнь получила возможность развиваться. Астрофизик Брэндон Картер предположил, что из-за благоприятных условий человечество создало первую или одну из первых цивилизаций в галактике. Она показала, как один вид, способный использовать орудия и путешествовать, завоевал все территории на планете. Его распространение произошло быстрее, чем естественная эволюция живых существ. В будущем именно человечество заселит весь Млечный Путь. Мы, космические путешественники, будем этому особенно рады. Невероятные галактические приключения – то, что нам надо. Если верить авторам идеи, по сути, мы встретим другие формы жизни, стоящие на пути к технологическому развитию. Нам, вероятно, придется окружить эти сообщества некими карантинными зонами для их безопасности, или мы создадим для них своеобразные космические заповедники, зоопарки, планетарии. Люди возьмут на себя ответственность за то, чтобы космическая катастрофа или какие-то агрессоры не уничтожили перспективный вид существ. Однако критики приводят доводы против этой версии. Картина будет верна только в случае,
если для развития всем цивилизациям нужны одинаковые условия, а эволюция инопланетян должна происходить по одному сценарию с человеческой? Подобное, как считает большинство ученых, практически невозможно. Также пока нет убедительных доказательств того, что взрывы сверхновых и гамма-всплески сейчас происходят реже. Потому не факт, что человечество живет в наиболее благоприятную эпоху. С инопланетянами же мы не сталкиваемся совсем по другой причине. Наверное, наиболее для нас понятной. Виноваты страх, агрессия ради ресурсов, безжалостная охота на другие виды живых существ. Согласно теории темного леса, инопланетяне ни с кем не вступают в контакт в целях собственной безопасности. Гипотеза основана на научно-фантастическом романе знаменитого китайского писателя Лю Цисиня «Темный лес». Суть в том, что сообщество живых существ во Вселенной не склонны рисковать. Они понимают, что наше мироздание — это огромное пространство, которое могут населять не только друзья, но и враги. Вселенная — темный лес, а каждая цивилизация — это вооруженный охотник. Он, как призрак, блуждает между деревьями, тихо отодвигает ветки на своем пути, пытаясь передвигаться бесшумно. Даже дышать ему приходится осторожно, ведь лес полон потенциальных врагов. Если такой охотник встретит другого, то может сделать лишь одно — нанести удар. Но и это не гарантирует победу. Учитывая расстояние между звездами, бесполезно посылать военные корабли для нападения на другой вид. К тому времени, когда флот прибудет к цели, у противника будут столетия для прогресса. Он выйдет на новый технологический уровень и сможет отбить атаку. Так что поиск братьев по разуму в любом случае опасен. Даже простой выход в космический эфир может стать ориентиром для какого-то воинственного соседа. Именно это объясняет радиотишину, которую человечество воспринимает за отсутствие внеземной жизни. На самом деле все действия в космосе инопланетяне предпочитают проводить скрытно, не светясь. Если допустить, что теория верна и нас действительно окружает грозный галактический лес, то мы в нем худшие охотники. Сами рвемся в капкан. Человечество уже почти век транслирует в глубины космоса свои координаты. Есть вероятность, что внеземные цивилизации приняли эти послания, но не захотели отвечать. Для них гораздо безопаснее дальше играть в молчанку. А мы в своем желании найти братьев по разуму открываем прямой путь на нашу планету возможным агрессорам. Но интересна ли для чужаков подобная экспансия? Какой смысл им тратить силы и ресурсы на уничтожение Земли? Возможно, они нападут не ради каких-то материальных благ, а просто в качестве превентивной защиты или во избежание конкуренции в будущем. Эту точку зрения поддерживал знаменитый английский астрофизик Стивен Хокинг. Он утверждал, что внеземные существа могут оказаться совсем недружелюбными, а значит, их не стоит искать. Известный американский ученый Китио Каку также придерживается мнения, что риск контактов с инопланетянами пока слишком высок. Астроном Джо Герц вовсе призывает пресечь все подобные попытки, а того, кто попытается обойти запрет, привлечь к уголовной ответственности на национальном и международном уровнях. Однако принимать радикальные решения пока еще рано. Существует и не столь мрачный взгляд на теорию темного леса. Развитым цивилизациям может быть просто неинтересно тратить энергию на общение с нами. И вообще у гипотезы темного леса много противников. Им, например, непонятно, что до сих пор мешало расправиться с более слабыми соседями-агрессором, которые способны передвигаться между звездами. Почему они предпочитают прятаться в темном лесу? И чем вообще могут заниматься сверхразвитые цивилизации, навечно запершись каждая в своем уголке пространства? А почему бы им просто не превратить свою жизнь в большой праздник? Они способны проводить его с космическим размахом в течение миллиардов лет. Так считают ученые из Института будущего человечества Великобритании. Однако это не значит, что неизвестные существа устраивают в космосе шумные вечеринки с яркими фейерверками. Просто условия во Вселенной сейчас неблагоприятны для их развития, потому инопланетяне
просто отдыхают в ожидании лучших времен. По сути, они вошли в длительное состояние оцепенения, как делают некоторые земные организмы в особенно жаркий, холодный или засушливый период. Но чем их могут не устраивать нынешние условия Вселенной? Мы знаем, что на заре своего существования мироздание походило на горячий суп из материи и газа. Когда пространство начало остывать, по теории праздника возникли древние цивилизации. Они развивались до сообщества второго-третьего типа по шкале Николая Кардашова и тут столкнулись с проблемой. Согласно последним исследованиям, стоимость определенного объема вычислений и расчетов пропорциональна температуре, которую они создают. При достижении высокого уровня развития у инопланетян этот показатель стал зашкаливать. Поразмыслив, они нашли выход. Чтобы избежать лишних трат, продвинутые сообщества решили дождаться более прохладных условий в состоянии, сходном с анабиозом. Древние цивилизации просчитали, что могут спокойно отдохнуть в течение нескольких миллиардов лет. За это время новые сообщества вряд ли превысят наш технологический уровень. Земле исполнилось примерно 4,5 миллиарда лет. Именно столько понадобилось, чтобы на планете сложились нужные условия, появились низшие формы жизни, а затем люди. И чтобы мы достигли современной ступени развития, тоже потребовались тысячелетия. А может, причина другая? За миллиарды лет инопланетяне исчерпали возможности своей эволюции. Они хотят как бы перенестись в будущее, чтобы получить новый импульс. Его могут дать сообщества, которые сумели развиться самостоятельно, без влияния извне. Тогда древние, закончив праздник, поделятся своей мудростью с молодыми и почерпнут у них смелость, задор, новый взгляд на мироздание. Ну а пока спящие для нас практически невидимы. Они не путешествуют между звездами и галактиками, не разрушают планеты для создания мегаструктур, а потому почти не потребляют энергию, которую, скорее всего, черпают из звезд или черных дыр. Это значит, что мы никогда не попадем на их невероятный космический праздник, если только не проявим инициативу и не разыщем их сами. Возможно, тогда старожилы примут нас как желанных гостей. Но куда космическим путешественникам лететь на такую встречу? У авторов гипотезы уже есть по этому поводу несколько идей. Они говорят, что перед отдыхом высокоразвитые существа наверняка приняли определенные меры безопасности. Никакие космические катаклизмы не должны нарушить их покой. Так что нам стоит поискать галактики, которые как бы лавируют в пространстве, умело избегая столкновений с соседками. Еще нужно обратить внимание на регионы, где нет гигантских голубых или белых звезд. Обычно такие светила живут очень мало, лишь 10-20 миллионов лет, а затем взрываются сверхновыми. Это потревожило бы инопланетян, потому они будут избегать подобных звезд. Есть еще много удивительных гипотез по поводу молчания братьев по разуму. Одна из них предполагает, что все цивилизации существуют слишком короткое время в масштабах Вселенной. Они просто не успевают освоить далекий космос, обнаружить инопланетян и войти с ними в контакт. Или древние сообщества в связи с расширением пространства оказались слишком далеко от нас. Даже на их уровне развития невозможно долететь до Земли или даже отправить нам свое послание. Все эти гипотезы объединяет одно – их нельзя проверить. По крайней мере, до тех пор, пока какая-нибудь цивилизация не вступит с нами в контакт. Тогда мы наверняка можем многое для себя прояснить, если, конечно, поймем друг друга, и это окажется следующей проблемой, которую будет трудно преодолеть. Допустим, что наше послание получит высоко развитая цивилизация. Она, скорее всего, сумеет расшифровать земные языки. А вот чтобы их воспринять, инопланетяне должны быть во многом идентичны с нами. Возьмем простую фразу «Бабушка умерла. Похороны днем в среду». Перевод с одного земного языка на другой возможен только потому, что биологически и культурно
Все мы на Земле имеем одни ориентиры. Если же инопланетяне, к примеру, размножаются делением, то у них нет бабушек. Они не умирают и никого не хоронят. И, может, их планета постоянно повернута к звезде одной и той же стороной. Тогда они не сталкивались с темным и светлым периодом суток. Обращения к ним на всех языках Земли могут оказаться бесполезны. Но картинки, фото, видео, согласитесь, по ним легче что-то понять, чем из текста. Однако разница восприятия останется и здесь. Улыбки инопланетяне вполне способны принять за проявление агрессии, а стрелки, которые у нас обычно обозначают направление, на оружие. Или вот предупреждение об опасности ядерного хранилища в Нью-Мексико. Оно разработано для наших потомков, потому что могильник останется радиоактивным в течение 10 тысяч лет. Серия картинок демонстрирует, как мужчина стоит возле разрытого хранилища, а после оказывается мертвым. Однако инопланетяне могут просмотреть все не слева направо, а справа налево, и увидят, как нечто в Земле оживляет мертвого человека. А что если использовать для контакта математические формулы, геометрические фигуры? Ученые считают, что с этим все тоже неоднозначно. Инопланетяне могут не воспринять наши обозначения, а мы их. Представим самое простое. Нам прислали шестиугольник. В нем легко увидеть химическую молекулу, пчелиные соты или здание. Эксперты говорят, что этой геометрической информации соответствует бесконечное количество объектов. Немыслимо выйти за пределы математических абстракций в мир конкретики без использования языка. Да и в целом математика внеземных цивилизаций способна сильно отличаться от нашей. Тем не менее, мы все равно живем в одной вселенной, и что-то нас точно объединяет. Это физика. В границах единого мироздания у нас одни и те же законы природы. Однако, по словам ученых, вряд ли чужие цивилизации используют аналогичные нашим правила и научные условности. Нет никакой гарантии, что они правильно поймут знаки и формулы людей. То же самое произойдет, если мы получим доступ к физике инопланетян. Предположим, нам пришлют какой-то сумасшедше привлекательный закон. Стоит его расшифровать, и наша жизнь кардинально изменится к лучшему. Наверняка над этим тут же начнут биться самые выдающиеся умы планеты. Однако даже наиболее талантливые и опытные ученые не имеют опыта работы с чужими физическими законами. Не обладая нужными знаниями, они могут что-то не понять или просто ошибиться при расшифровке. Пусть самую малость, буквально на электрон, и изменить этим суть закона. Такое уже случалось в нашей истории. Бенджамин Франклин в 1750 году определил заряд электрона как положительный. Спустя столетия выяснилось, что электроны несут отрицательный заряд. К счастью, это существенно не повлияло на суть физических законов электромагнетизма, выраженную в уравнении Максвелла. В нем описано, как частицы с электрическим зарядом реагируют друг на друга. Им, частицам, все равно, как мы их называем. Если бы Максвелл определил заряд наоборот, уравнение бы не изменилось. Но это показывает, что мы можем еще легче ошибиться при определении инопланетного знака для электрического заряда. А здесь неточность способна привести к катастрофе. Возьмем материю и антиматерию. Они не имеют существенных различий за исключением зарядов. Поменяйте материю на антиматерию, и Вселенная, скорее всего, будет двигаться почти так же. Хотя не совсем. Материя занимает значительную часть космоса, а антиматерия совсем маленькую. Это значит, что где-то в законах физики скрыто тонкое нарушение симметрии заряда. Если вмешаться в столь сложный процесс мироздания и при этом перепутать звезды, последствия могут быть ужасны. Гигантский взрыв разнесет Землю на куски, или наша планета вмиг превратится в черную дыру. Это только предположение ученых, но лучше, наверное, вступить с инопланетянами в непосредственный контакт. Лицом к лицу, кажется, трудно не понять друг друга. На самом деле и здесь все очень сложно. Люди общаются в основном с помощью языка, используя очень узкий частотный диапазон звука – 85-255 Гц и диапазон частот света
430-770 ТГц. Однако этот способ не является универсальным даже на нашей планете. Каракатицы и кальмары разговаривают, меняя цвет и текстуру кожи, а также позу и движение. Дельфины используют эхолокацию, щелканье, свист. У инопланетян, которые эволюционировали в другом мире, тем более вряд ли окажутся сходные с нашими язык или жесты. У них даже может не быть рта, глаз, ушей. Представьте, что вы стоите рядом с каким-нибудь желеобразным сгустком или колючим шаром. Согласитесь, что совершенно непонятно, как с ним вступить в контакт. Впрочем, ученые утверждают, что это больше техническая проблема. Все равно разумные существа как-то общаются. Возможно, на других волнах с помощью недоступных нам излучений. Тогда современные технологии, скорее всего, помогут их понять. Так, звуки китов на низкой частоте, неслышные людям, относительно легко преобразовать в доступные нам формы. А вдруг перед нами окажется нечто невообразимое, форма жизни, отличная от людей по химическому составу. На Земле основой любых биологических молекул является углерод. Из него состоят все живые организмы, от бактерий до человека, и мы думаем, что так везде. Астробиологи называют это углеродным шовинизмом. В реальности жизнь может развиваться на основе какого угодно элемента, например, бора или серы. Хотя самый возможный вариант – кремний, которого много в космосе. И, скажем, нам нужно найти общий язык с какими-то разумными кристаллами или камнями. Как вступить в контакт с подобными созданиями, пока трудно предположить. Но, несмотря на различия, даже с такими неожиданными формами жизни у нас наверняка будет много общего. Во Вселенной триллионы звезд. И все они представляют собой разреженные газообразные небесные тела. Светила содержат те вещества, что есть и на Земле. Планеты же состоят из материи протопланетного звездного диска, а значит, тоже схожи по составу с нашим миром. Все небесные тела отличаются друг от друга, скорее не качественными, а количественными показателями. Это касается их размера, силы гравитации, температуры, состава атмосферы, продолжительность суток, года. Иными словами, все мы во Вселенной слеплены из одного и того же материала. Живем по одинаковым физическим законам, и при встрече рано или поздно найдем между собой общий язык. Человечество уже готовится к подобному событию. На мировом уровне выработаны различные протоколы, описывающие порядок действий во время внеземного контакта. К таким документам относится Декларация принципов деятельности после обнаружения внеземного разума. Протокол определяет общие принципы действий после сигнала от инопланетян, решения о вступлении в коммуникацию или отказа от нее. Также в документе обозначена необходимость быстро просчитать долгосрочные последствия полученного сообщения. Правда, ни один подобный протокол не является обязательным в соответствии с национальным или международным правом. Исследователи полагают, что, скорее всего, при реальном контакте документ во многом будет проигнорирован. И все же он не даст людям растеряться в первые часы, подскажет общие принципы действий, а нюансы будут определяться исходя из конкретной ситуации. Астрофизик Митио Каку вычислил, что она может наступить достаточно скоро. Только есть одно уточнение – скоро в космическом масштабе. Новое исследование ученого предполагает, что ближайшие 400 тысяч лет не стоит рассчитывать на контакты с инопланетянами. И все это время мы не будем точно знать, где находится человечество – в космическом зоопарке или на вольных просторах Вселенной. Ждать, конечно, очень долго. Но ученые предполагают, что мы можем рассчитывать на бонус. Сумасшедшая цифра в 400 тысяч лет – это при современных темпах развития науки. Вместе с тем, прогресс все время ускоряется. Порой ученые делают настоящие прорывы, которые никто не может заранее предсказать. И не исключено, что скоро нам удастся связаться с братьями по разуму, хотя бы с помощью той же квантовой связи, над которой сейчас работают ученые. А потом придет время отправиться в гости к новым знакомым. Это, наверное, станет самым удивительным из всех наших путешествий
по Вселенной.